В России за прошлый год доля оправдательных приговоров составила 0,33%. На каждые 300 приговоров приходился лишь один оправдательный. Всего за 2022 год было осуждено 614 725 человек. Оправдательные приговоры получили порядка 2060 подсудимых. Эта история началась 24 августа 2021 года. Далее со слов Кристины Солодовниковой, мамы Данила Красного. Оба брата играли на детской площадке и гуляли под присмотром мамы. Через некоторое время младший сын захотел пить. Кристина дала Даниле карточку, и оба сына отправились в магазин, который находился в 5 минутах ходьбы от дома. Женщина осталась ждать их около дома. Из магазина дети вернулись встревоженные. Маленький был напуган и плакал. У старшего по лицу Кристина поняла, что что-то не так. Она спросила, что случилось. Маленький в истерике сказал, что Даню побили мальчики. Все вместе пошли домой. Было около 19 часов. Дома, когда дети уже немного успокоились, Кристина начала спрашивать, что произошло. Данил сказал, что они встретили по дороге из магазина группу подростков, которые позвали его по имени и предложили отойти в сторону. Также неподалеку стояли две девочки. Они были двоюродными сестрами. Старшей из них было 13 лет, младшей 6. Подростки начали задавать Данилу вопросы. Лазил ли он в трусы к младшей девочке, на что Данила отвечал отрицательно. После этого один из подростков 2 раза ударил Данила, продолжая задавать один и тот же вопрос про младшую девочку. 3-летний брат Данила начал плакать, из-за чего подростки поспешили уйти. Данила с братом вернулись домой. На улицу в этот день они больше не выходили. Около 11 вечера раздался телефонный звонок. Звонила мама Кристины и сказала, что его сына разыскивает полиция, и якобы Данила приставал к девочке. Потом взял трубку инспектор и попросил Кристину вместе с сыном подойти к магазину 24 часа. Сославшись на позднее время и необходимость укладывать спать младшего ребенка, Кристина попросила инспектора прийти по месту их жительства. Примерно через полчаса пришел инспектор, девочка и ее мама. Правоохранитель рассказал, что сын Кристины приставал к этой девочке. Кристина пригласила всех пройти на кухню, девочка играла, ничего не указывало на то, что ее кто-то обидел. Она начала расспрашивать девочку, что произошло, когда произошло и в чем конкретно она обвиняет Данилу, ведь обвинение довольно серьезное. Сначала девочка рассказала, что все произошло днем. Однако Кристина ответила, что в тот день Данил не выходил на улицу. Тогда девочка заявила, что все происходило позавчера. Время уточнить она не смогла. По ее первой версии Данил был один. Но когда Кристина ответила, что он гуляет только с младшим братом, девочка подтвердила, что Данил действительно был с братом. По словам Кристины, она даже не смогла понять, где это происходило. Она начала расспрашивать маму девочки. Та сказала, что вообще впервые слышит о произошедшем от инспекторов. Что девочка ей никогда не жаловалась, и что если бы не инспекторы ПДН, она бы ничего и не узнала. К разговору подключился сам инспектор. Он рассказал, что его вызвали к магазину 24 часа совсем по другому делу. Но между делом девочка рассказала, что Данил Красный к ней приставал, и ему нужно отработать это заявление. А это другое дело было вот какое. Сотрудников ПДН вызвали, потому что девочка находилась на улице у магазина продукты 24 часа в компании взрослого неизвестного мужчины. Якобы кто-то из ребят, с которыми девочка в тот вечер гуляла, сказал об этом кому-то из прохожих, которые и вызвали стражей порядка. Когда сотрудники ПДН прибыли на место и стали выяснять, что произошло, мальчик, 13-летний друг девочки, сказал, что видел ее на руках взрослого неизвестного мужчины, который ее якобы потрогал или поцеловал в щеку. Со слов самого этого мужчины, он шел мимо магазина в районе 11 часов вечера и встретил маленькую девочку одну. Малышка плакала. Он подошел к ребенку спросить, что случилось и где ее родители. Взял на руки и стал жалеть. И в этот момент появился 13-летний друг девочки, который решил, что мужчина пристает к ней. Именно тогда и вызвали полицию. А некоторое время раньше, тем же вечером, Данил с 3-летним братиком пошли в магазин и нарвались на эту компанию. Девочка, ее 13-летний друг и еще 2 ребят. Они подошли к Данилу и начали спрашивать, трогал ли он эту девочку. Данил сказал, что не трогал,
Его ударили, разбили ему нос в присутствии младшего брата и пошли искать другого мальчика, который, по рассказам девочки, тоже трогал ее за половой орган. Того мальчика ребята тоже нашли и начали бегать за ним вокруг магазина с угрозами, из-за чего девочка и начала плакать. А потом уже появился мужчина, который стал ее успокаивать. Во время этого разговора Кристина так и не смогла добиться никаких ответов на вопрос, когда это было, что это было. Инспектор принял у всех объяснительные, девочка с мамой ушли. Инспектор остался взять показания у сына, где он в какие дни был и что делал. Друзья, если кто-то не знал или забыл, то в последнее воскресенье ноября в России традиционно празднуют День матери. До праздника остается буквально месяц. И если вы хотите поздравить своих любимых женщин с этим праздником, но совершенно не знаете, что подарить, то вам поможет маркетплейс локальных брендов FlowWow. Здесь вы сможете заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе и своим близким. Не беда, если вы находитесь в разных городах и даже странах, ведь у FlowWow есть быстрая доставка в 1000 городах и 30 странах мира. Если поздравить нужно мужчину, то FlowWow может помочь и в этом случае. Здесь представлен широкий ассортимент подарочных наборов и, что заинтересовало лично меня, мужских букетов. Теперь хочу такой себе в подарок. Выбрать подарок достаточно просто. Нужно лишь перейти на сайт или в приложение, выбрать понравившуюся категорию подарков и конкретный подарок внутри нее, указать адрес получателя и оплатить заказ. Все остальное FlowWow сделает за вас. Важным преимуществом FlowWow является то, что с магазином можно связаться во встроенном чате и обсудить детали заказа. Магазин обязательно перед отправкой пришлет вам на согласование фото товара. Время доставки занимает от 15 минут и обычно не превышает 1,5 часов. В магазине имеется встроенный календарь событий, который напомнит о важных для вас датах. Помимо этого, у FlowWow имеются многочисленные акции и бонусы, которыми можно оплатить часть стоимости товара. А по промокоду Unsolved все зрители канала получат скидку 15% на первый заказ до конца декабря, что особенно актуально в преддверии Дня матери и новогодних праздников. Поэтому сохраняйте промокод, скачивайте приложение, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии, и готовьтесь радовать близких оригинальными подарками вместе с FlowWow. На следующее утро Кристина отвела младшего сына в детский сад, а со старшим, Данилой, они пошли домой к той девочке. Мамы дома не было, были дядя и тетя девочки, они живут в одной квартире. Они сказали гостям, что девочка великая выдумщица, и ситуации подобного рода на их памяти уже были. Она обвиняла в подобном их сына. Но это было внутри семьи, и этот слух не распространился. Сама Кристина Солодовникова видела этих детей вдвоем довольно часто. Девочку и ее двоюродного брата, он постарше. Также дядя с тетей сказали, что мама девочки особо не занимается ребенком, и сказали, что если необходимо поговорить с мамой лично, то надо прийти после обеда. После этого Кристина с Данилой отправились в отдел полиции, чтобы сообщить о том, что накануне ее сына избили. Она написала заявление, после чего мама с сыном вернулись домой. А вечером того же дня они снова пошли к маме девочки, на этот раз взяв с собой и младшего сына. Дома были мама и бабушка девочки. Мама снова сказала, что ничего не знает, ничего не замечала, что девочка никогда не жаловалась, что ситуация ей самой непонятна. Кристина попросила ее, чтобы она как мама попробовала поговорить с девочкой, узнать у нее подробности произошедшего. Поскольку девочке всего 6 лет, сама ситуация непростая. Кристина посоветовала маме той девочки обратиться к психологу, чтобы тот побеседовал с ребенком и деликатно все выяснил. На что женщина ответила, что она не знает, к кому именно обратиться, что выйдет в сентябре в отпуск и уже тогда обратиться к психологу. В свою очередь Кристина посоветовала обратиться в ПДН, к их психологам или инспекторам. Может, они посоветуют или сами с ней пообщаются. Однако по ощущениям Кристины, та семья так никуда и не обратилась. Позднее позвонила инспектор ПДН, которой Кристина писала заявление об избиении Данилы и попросила их с сыном приехать. Она объяснила, что мама мальчика, который избивал Данилу, его нашли довольно быстро, хочет попросить прощения. Инспектор ПДН уверяла, что они дети и всякое бывает, в таком возрасте подобное поведение не редкость, зачем портить им жизнь и так далее. Кристина согласилась. С самого начала маму Данила больше всего беспокоил тот факт, что ее ребенка обвинили в таком серьезном преступлении только на основании рассказов 6-летней девочки.
Кристина Солодовникова уверена, что ее сын не мог совершить такие действия. По ее словам, девочек он уважает, а на момент, который в деле считается моментом преступления, Данил был со своим 3-летним братом, и такая картина в голове мамы просто никак не укладывается. По словам Кристины, следователь по данному уголовному делу изначально говорил о наказании ее сыну сроком от 12 до 20 лет. Кристина уверяет, что ее сын не совершал того, в чем его обвиняют, и у нее есть на это веские доказательства. Ее дети без присмотра не ходят. Кристина подавала ходатайство следователю на прохождение полиграфа, потому что следователь изначально занял довольно странную позицию. Я всю эту картину вижу, вам ничего объяснять не собираюсь. Свидетелей в материалах данного уголовного дела в принципе нет. Никто ничего не видел. Слова девочки против слов Данила. Изначально следователь отказала в прохождении исследования на полиграфе Даниле, сославшись на то, что у него нет соответствующего для этого статуса. Дело еще находится на стадии досудебной проверки, и проходить исследование он не имеет права. После этих слов Кристина с Данилой решили пройти исследование на полиграфе самостоятельно. У них есть документы о том, что они его прошли. И полиграф показал, что парень этого не делал. Согласно заключению эксперта, проводившего проверку. Первое. Устойчивые психофизические реакции, свидетельствующие о том, что несовершеннолетний Красный Данил Игоревич предлагал раздеться при нем или раздевал сам несовершеннолетнюю, выявлены не были. Второе. Устойчивые психофизические реакции, свидетельствующие о том, что несовершеннолетний Красный Данил Игоревич трогал, прикасался к половым органам несовершеннолетней, выявлены не были. Третье. Устойчивые психофизические реакции, свидетельствующие о том, что несовершеннолетний Красный Данил Игоревич показывал свой половой орган несовершеннолетней, выявлены не были. Четвертое. Устойчивые психофизические реакции, свидетельствующие о том, что несовершеннолетний Красный Данил Игоревич признавался в совершении вышеуказанных действий в отношении несовершеннолетней, выявлены не были. По словам Кристины, гинеколог также осмотрел девочку и выявил отсутствие подозрительных следов на девочке. Она долго просила следователя согласиться опросить свидетелей, их соседей, которые практически каждый день видели Данила, и которые смогли бы дать характеристику ее детям. Но в вопросе свидетелей было отказано. Со слов Кристины, она уделяет своим детям очень много времени. Ее муж часто уезжает в командировки, и все свободное время она проводит с детьми. Они гуляют во дворе, по парку и так далее, но всегда вместе. В одиночку Данил гулять не привык. Со сверстниками общается только в школе и на секции. Он постоянно под присмотром. Вседозволенности у него нет. И у него ответственность за младшего брата. Большую часть времени он проводит с ним. Гуляют они только с мамой или с бабушкой, мамой Кристины. Одни они практически не гуляют. В школе, где учился Данил, также была составлена характеристика. За время обучения Данил зарекомендовал себя как способный, организованный и старательный ученик. На занятиях в школе внимателен, дисциплинирован, аккуратен. Обладает отличной памятью, развитой речью. Материал, объясняемый учителем, усваивает хорошо. Обладает высокой школьной мотивацией и положительным отношением к школьной жизни. Учится на хорошо и отлично. Данил проживает с матерью, отчимом и братом. С родным отцом не поддерживает связь. Отношения в семье доброжелательные, основанные на взаимодоверии и поддержке. Члены семьи следят за соблюдением школьных дисциплин и успеваемости. Семья относится к малоимущим, получает детские пособия. Уровень физического развития высокий, группа по физической культуре основная. Данил ответственно относится к выполнению общественных поручений. По характеру уравновешенный, выдержанный, общительный, отзывчивый ученик. Тактичен. Стиль взаимоотношений с одноклассниками и педагогами основан на взаимопонимании, поддержке, сотрудничестве. Он пользуется уважением среди одноклассников и педагогов. Это искренний, доброжелательный, сострадательный ученик, ответственный за свои поступки, стремящийся к гармоничным отношениям между людьми. Родители Данила постоянно поддерживают связь с классным руководителем, регулярно посещают родительские собрания, принимают активное участие в воспитании сына. Еще на этапе проверки адвокатами Данилы, Виолой Перепечаевой и Викторией Григорьевой были заявлены ходатайства о том, чтобы опросить свидетелей дополнительно, которых, по их мнению, необходимо было допросить, и о проведении экспертизы на полиграфе свидетелей, которые обвиняют Данилу. В удовлетворении этих ходатайств было отказано. После этого 18 октября 2021 года было возбуждено уголовное дело.
Данилу было предъявлено обвинение, после чего он был задержан и помещен на сутки в изолятор временного содержания и содержался там вместе с совершеннолетними преступниками. По истечении суток было проведено судебное заседание по избранию меры пресечения, в рамках которого следователь требовала избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, но вместе с адвокатами и благодаря положительным характеристикам Данилы Красного из школы, спортивных секций, от соседей, от ПДН, от КДН, адвокатам удалось убедить суд, что нет необходимости в такой строгой мере пресечения, и ему была избрана мера пресечения с запретом определенных действий. Ему нельзя было покидать жилое помещение, где он зарегистрирован, с 22:00 до 6:00. На ногу Даниле прикрепили электронный браслет. По словам Кристины, ребенок посещал тренировки с 20 до 22:00, 3 раза в неделю, но теперь ему пришлось покидать их раньше. Чтобы он попал домой вовремя, приходилось постоянно нервничать. По словам матери, всю их жизнь перевернули с ног на голову. Их семью поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, которые постоянно приходят. Начиная с 24 августа маму и сына постоянно куда-то вызывали, к ним постоянно кто-то приходил, а также устраивались проверки. Данила постоянно выдергивали из школы, постоянно нужно было то на допрос, то на подписание документов, то еще куда-то. На тот момент он учился в 9 классе, шла подготовка к экзаменам. Ребенок очень съехал по оценкам, перестал успевать усваивать школьную программу, пребывал в постоянном стрессе. Даже элементарная личная гигиена стала для Данилы абсолютно другим процессом из-за присутствия на ноге браслета. В рамках возбужденного уголовного дела адвокаты самостоятельно подали заявление эксперту о проведении психофизиологического исследования своего подзащитного на полиграфе. С согласия мамы Данила полиграф был проведен и приобщен к материалам дела. Согласно выводов эксперта полиграфа было установлено, что подзащитный никогда не совершал тех действий, в которых его обвиняют. И он никогда никому не признавался ни под давлением, ни при других обстоятельствах, что он такое совершил. Стоит отметить, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу результаты исследований на полиграфе не относятся к доказательствам, только на усмотрение суда и следствия. Хотя, согласно практике, суд может назначить проведение психофизической экспертизы на полиграфе в ситуациях, когда добыть достоверную информацию иными способами затруднительно. Сторона подзащитного провела такое исследование самостоятельно. И стоит отметить, более весомых аргументов или доказательств в материалах данного дела нет. Только слова девочки против слов мальчика. Принимать или не принимать результаты полиграфа в качестве доказательств решает следствие и суд. Но на начальном этапе расследования принимать результаты данной экспертизы во внимание следствие отказалось. По словам адвокатов, в рамках уголовного дела они заявили ходатайство о проведении очных ставок со свидетелями, с самой девочкой, со своим подзащитным, заявляли ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, которые имеются со стороны защиты. Также повторно было заявлено о просьбе провести полиграф свидетелям и еще раз подзащитному в рамках следствия. Но следователям в этом во второй раз было отказано. Адвокаты также заявили ходатайство о внесении некоторых изменений в постановление о проведении психолого-психиатрической экспертизы в отношении девочки, в чем им также в большей части было отказано. Получается, что все обвинения в домогательствах к 6-летней девочке озвучил сотрудникам ПДН ее 13-летний друг с ее же слов. Все обвинения в адрес Данила основаны исключительно на его словах по рассказам девочки. Что в итоге стало с тем взрослым мужчиной, который якобы успокаивал девочку, посадил на колени и поцеловал, узнать так и не удалось. На Данила завели уголовное дело. А еще одному мальчику, на домогательство которого девочка также указывала, видимо, повезло больше. Его к уголовной ответственности не привлекали. Сама девочка путалась в показаниях и даже не смогла назвать точную дату и время произошедшего. В итоге в копии постановления Волгодонского районного суда об избрании меры пресечения Даниле отмечено следующее. Красный Данил Игоревич подозревается в том, что, являясь лицом, достигшим 14-летнего возраста, в период времени с 20 июня 2021 года по 1 августа 2021 года с 14 часов 0 минут до 19 часов 0 минут совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Разброс по датам 1,5 месяца, по времени 5 часов. Возникает вопрос: если девочка подвергалась насильственным действиям со стороны Данилы, почему же она не рассказала об этом своей маме в тот же день? И если это действительно произошло,
Почему же мама не заметила изменений в поведении своей дочери? 20 декабря 2021 года на Первом канале вышел выпуск передачи «Мужское-женское» под названием «Большая маленькая ложь», в котором обсуждалось дело Данила Красного. Сегодня в нашей студии Кристина Солодовникова из Ростовской области. На передачу были приглашены мама Данила Кристина Солодовникова, мама обвинившей его девочки, Ты покрываешь своего будущего педофила. помощник депутата Волгодонской городской думы Ирина Литвинова, И дочка, что бы ни случилось, должна бежать к маме. тетя потерпевшей девочки, Почему ты начинаешь на нас наезжать? а также были показаны интервью с соседями Данила Красного и с детьми, принимавшими участие в конфликте с избиением Данила. В 10 часу вечера она спокойно может вот ходить, это Яна. Нормальный мальчик такой спокойный, он всегда гуляет со своим братиком. Дед, она постоянно к ним цепляется и на руках сидит. Она сама себе предоставлена. Она может собраться, пойти погулять, все так. Мало ли что мог сказать ребенок. Она такая фантазерка, она выдумщица. Ну, за ней никто не глядел, за этой Яной. Ведущие программы Александр Гордон и Юлия Барановская выслушали обеих женщин, тетю девочки, а также их знакомых и соседей из Волгодонска, которые охарактеризовали девочку и Данила. Программа прошла на повышенных тонах. Гости передачи по очереди обвиняли друг друга во лжи. А зрители и эксперты студии пытались понять, за кем правда, ведь уголовное дело о сексуальном домогательстве строится исключительно на словах девочки против слов мальчика. Выше крыши. Все, не хочу ни видеть, ни слышать. А я хочу сказать, Если бы она врала бы, она бы меняла бы слова какие-то. Как раз наоборот. А почему у нее девочка гуляет по поселку одна? Почему у нее девочка садится к незнакомому мужчине? То есть я понимаю так, что никаких доказательств. Тем временем, как сообщил местному изданию «Блокнот Волгодонск» собственный источник, в расследовании данного уголовного дела были выявлены новые факты. Как стало известно источнику, воспитателя детского сада, который посещала потерпевшая девочка, неоднократно замечали за ней пристрастие трогать себя за половой орган в туалете, в том числе и в присутствии мальчиков, проявляя тем самым сексуальную озабоченность. По результатам передачи на имя заместителя главы администрации Волгодонска по социальному развитию Светланы Цыбы Первый канал направил письмо следующего содержания. Дирекция социальных и публицистических программ Первого канала и редакция программы «Мужское-женское» с Александром Гордоном осуществили съемки программы «Большая маленькая ложь», посвященной ситуации, в которой оказались несовершеннолетние. Программа вышла в эфир 21 декабря 2021 года. Доводим до вашего сведения, что в рамках съемки программы были обнаружены факты оставления без присмотра 6-летней потерпевшей ее матерью. По словам соседей, девочку постоянно видят на улице одну или в сопровождении подростков. Видеоматериалы, где комментируется эта ситуация, были представлены в программе. Информируем вас, что данная ситуация создает угрозу жизни и здоровью ребенка, и просим сообщить об этой потенциально опасной ситуации в органы опеки и попечительства города Волгодонска. Также уведомляем вас, что в личной беседе с адвокатом Данила Красного и Волой Перепечаевой в присутствии сотрудников редакции программы «Мужское-женское» мать девочки неоднократно говорила, что выдвинула обвинение против Данила Красного под давлением со стороны следователя по особо важным делам. По словам женщины, она изначально не верила обвинениям дочери в адрес Данила, так как девочка склонна фантазировать и преувеличивать силу возраста и отсутствие надлежащего контроля со стороны взрослых, и была замечена в подобном ранее. Учитывая данные обстоятельства в данной семье, просим вас взять под контроль эту ситуацию. Рассчитываем на ваше понимание. Заранее благодарим за сотрудничество. Письмо под подписью старшего редактора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала Анны Шиповой и редактора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала Артема Зайнутяна было направлено по электронной почте заместителю главы администрации Волгодонска по социальному развитию Светлане Цыбе. 10 января 2022 года в сети появился хэштег «Я верю Данилу». Его создала волгодончанка Елена Марушкина, которая очень беспокоит судьба волгодонского мальчика. Хэштег в социальных сетях сразу же поддержали многие пользователи, неравнодушные к этой истории. Люди активно выкладывают на своих страницах посты в поддержку Данила Красного. За счет массовости в соцсетях с хэштегом «Я верю Данилу» удалось привлечь максимальное внимание информационного центра Следственного комитета Российской Федерации. Отреагировали пользователи не только города Волгодонской и Ростовской области, и даже не только люди из России. К поддержке Данила присоединились некоторые жители Бразилии и стран Африки.
который также на своих страницах публикует данный хэштег. По словам адвоката Виолы Перепечаевой, еще в конце 2021 года по всем предусмотренным правилам была осуществлена запись на личный прием к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В связи с ковидными ограничениями личный прием проводился в формате конференц-связи по видео, что не требовало личного выезда. По состоянию на начало 2022 года был заявлен ряд ходатайств о проведении некоторого рода следственных действий. На тот момент еще не были опрошены свидетели, о которых заявляли адвокаты, не проведены очные ставки между детьми-свидетелями, очные ставки между мамами и тетей, о которой заявлялось в программе на федеральном канале. Необходимо было проверить на достоверность озвученную ранее информацию, в связи с чем и необходимо провести очную ставку. Было подано ходатайство о полиграфе между мамами. Однако в проведении полиграфа адвокатам было отказано в связи с отсутствием необходимости, якобы необходимо сначала провести очные ставки. Однако проведение полиграфа никак не противоречит очным ставкам. Также оба ребенка прошли психолого-психиатрические экспертизы. Помимо прочего, адвокатами было заявлено ходатайство о проведении так называемой выводки – взятие показаний на месте преступления у самой потерпевшей девочки. Очень важно было понимать, как именно происходили события, о которых рассказывала девочка. Имеются ли разногласия между тем, что говорят свидетели. Важно было установить, были ли возможны те события именно при тех условиях, о которых рассказывала девочка. Однако вскоре станет известно, что большинство из заявленных ходатайств было отклонено. В конце января 2022 года, в связи с публичными обращениями к руководству Следственного комитета России, ссылки на которые активно направлялись в информационный центр СК РФ, по уголовному делу в отношении Данила Красного Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Аслану Гароновичу Хуаде доложить о ходе расследования. Если у меня маму заберут, я не знаю, кто мне сможет тогда помогать. Я хочу, чтобы мое дело расследовали честно. Мне поставили клеймо на душу. Однако, по словам Кристины Солодовниковой, после обращения к Бастрыкину ситуация только усугубилась. За все это время стало еще хуже. В целом на нас стало происходить давление. То есть по сей день наши свидетели не были опрошены. На данный момент следствие, наоборот, как-то пытается нас провоцировать, как-то пытается оказать всяческое давление на нас. То есть они вызывают нас на следственные действия, сами не являются. Либо звонят мне, допустим, сегодня вечером, вызывая на завтра. Хотя я работаю на 2 работах, предоставляла график. У ребенка идут экзамены, тоже графики предоставлялись. А когда у консультации, когда идут экзамены у ребенка, такое впечатление, что это делается все специально. Кристина не может понять одного. Почему следователь всеми силами пытается устранить адвокатов и сделать все, чтобы у мальчика не было шансов доказать свою невиновность? Почему за многие месяцы следователю так и не стало интересно выслушать свидетелей защиты? Почему не могут снять браслет? Ведь парнишка не представляет опасности для окружающих. И почему так сложно доказать, что преступления не было? Ведь кроме слов 6-летней девочки, никаких фактов у следствия по-прежнему не было. Мама Данила, Кристина Солодовникова, уже однажды потеряла работу из-за частых вызовов к следователю, 2 месяца была безработной, чтобы свободно присутствовать на следственных действиях. Но за эти 2 месяца следователь ее не вызвал ни разу. Сейчас она работает на 2 работах посменно, о чем сообщила следователю, попросив по возможности учитывать ее рабочий график с назначением следственных действий. Мне все говорят, что раз завели на меня уголовное дело по этой статье, то меня посадят. И говорят, не надейся. В июне 2022 года Данил сдавал госэкзамены. У него тоже был график экзаменов и консультаций, с которым следователя также ознакомили. Но каждый раз выходило так, что следственные действия назначались именно в дни экзаменов, консультаций и в дни, когда Кристина работала. Шумиха вокруг этого дела, сомнения в непредвзятости следствия, которые высказывают горожане, а также тот факт, что на историю волгодонского мальчика обратил внимание глава Следственного комитета Бастрыкин, по всей вероятности, очень не понравились местному следствию. По словам горожан, гораздо больше усилий следователь стал прикладывать к тому, чтобы отвлечь от работы представителей защиты. На адвокатов Данила, Дмитрия Заходякина и Виолу Перепечаеву были написаны жалобы в различные инстанции. Однако требования защиты по поводу опроса свидетелей так и не были выполнены. С безнадежной горечью мама обвиняемого признавала, что изначально следствие приняло сторону обвинения.
И все это время вело себя, мягко говоря, издевательски по отношению к защите и самому Данилу. А самое главное, что несколько месяцев расследование стояло на месте. Ее сын по-прежнему подозревался в преступлении и по-прежнему продолжал носить браслет. Данил, окончивший 9 класс, сдавал ОГЭ. Мальчик неплохо успевал, но вся эта история, как дополнительный стресс, мешала заниматься учебой полноценно. Он потерян. И если еще осенью 2021 года он рассказывал о планах на будущее, о том, что хочет стать военным, то теперь подросток не знал, чего ожидать от будущего. Многие недоброжелатели убеждали и продолжают убеждать его, что его будущее уже определено, и учиться для такого будущего совсем не обязательно. И каждый раз я надеюсь, что моих адвокатов услышат и увидят, что в деле ничего нету, никаких новых доводов, ни фактов. В июле 2022 года у стороны защиты появились в руках результаты психолого-психиатрической экспертизы, которую прошла девочка. Исследование проводилось в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Этого документа нет в открытом доступе, но по словам самого Данила Красного, в выводах комиссии сказано, что девочка нормальная и не может фантазировать. Но в середине этой экспертизы сказано, что какой-то мальчик показывал ей свой половой орган в лифте, а также что девочка совала себе бутылку в трусы и говорила на всю улицу, что она хочет заняться сексом. Подобных фактов в экспертизе очень много, но в заключении эксперты сказали, что девочка не имеет психических заболеваний и не склонна к фантазированию. Что касается результатов повторного исследования на полиграфе, которое Данил проходил долгих 7 часов, результат тоже крайне сомнительный и гласит, что невозможно установить, говорит ли этот мальчик правду или лжет. Тем не менее, результаты данных экспертиз были приобщены к материалам уголовного дела. С результатами проведенных экспертиз Данил и его мама крайне не согласны. Ведь когда в документе на десятки страниц видишь одно, а в заключении совсем другое, происходит непонимание и возникает справедливый вопрос. Почему? А ответ на этот вопрос измученные мать и сын видят лишь в том, что следователь хочет поскорее закончить с этим делом. Мальчик считает, что следователи стремятся передать дело в суд поскорее и во что бы то ни стало посадить его. Ведь по таким статьям оправдательных приговоров в практике практически нет. Он понимает прекрасно, если дело будет передано в суд с экспертизами в том виде, в котором они есть, его шансы на оправдательный приговор снижаются. Если же независимые эксперты сделают оценку проведенных исследований в его пользу, в России может и произойти прецедент. Семья Данила открывала сбор средств на проведение независимой экспертизы – 150 тысяч рублей. Деньги были собраны за пару дней. Всем неравнодушным, кто не остался в стороне, кто откликнулся, кто с пониманием, сочувствием отнесся к нашей ситуации. Спасибо всем. Адвокат защиты Данила Красного Дмитрий Заходякин высказал свое мнение по поводу работы следствия. Дмитрий Константинович уверен, что в деле очень много грубейших нарушений, ни в коем случае недопустимых в таком резонансном и серьезном деле, ведь в данном случае, не имея ни одной весомой улики или свидетеля, несовершеннолетнего парня пытаются посадить в тюрьму, используя при этом нечистоплотные методы. Более того, адвокаты мальчика, которые как раз пытались найти правду в этой истории, столкнулись с рядом попыток незаконного воспрепятствования осуществлению адвокатской деятельности. Следствие же, вместо того, чтобы заниматься тщательным расследованием уголовного дела, занималось написанием многочисленных жалоб в различные инстанции на адвокатов мальчика, как будто желая и вовсе устранить защиту. Сильнейшее давление на протяжении года оказывалось на обоих адвокатов, на самого обвиняемого и на его маму. Об этом они неоднократно рассказывали местному изданию. Многочисленные жалобы поступали на адвокатов Данила, Дмитрия Заходякина и Виолу Перепечаеву. У многих создавалось впечатление, что основное время работы тратится на то, чтобы создать проблемы адвокатам, нежели достичь результатов в расследовании, как будто сводя личные счеты с ребенком, который вынес свое горе и страх на обсуждение общественности. А ведь, обратившись за помощью в СМИ, мальчик лишь искал дополнительные пути, как доказать свою непричастность к страшным обвинениям. А его мама пыталась добиться честного хода расследования с соблюдением Уголовно-процессуального кодекса. Устранить адвокатов не удалось. Все проверки Дмитрий Заходякин и Виола Перепечаева выстояли и продолжали защищать Данила. Осенью 2022 года стало известно, что следователь подала заявление в правоохранительные органы на адвоката Заходякина за личное оскорбление. За оскорбление представителя власти любому человеку грозит наказание,
а адвокату грозит лишением карьеры. Следователь подала в суд на Заходякина за то, что он якобы оскорбил ее в здании суда при свидетелях. После того, как следователь по уголовному делу Данила Красного передала материалы дела в суд, состоялось предварительное судебное заседание, в ходе которого судья неожиданно вернула дело на дорасследование. Теперь дело должно было рассматриваться, но уже другим следователем. По словам Данила, перед судом следователь объявила об окончании следственных действий и сказала, чтобы парень ходил каждый день и изучал материалы дела. Но он, его мама и его адвокаты для удобства написали заявление, чтобы адвокаты ознакомились с материалами, а уже потом ознакомили его. Но следователь не захотела так делать и сказала, что Данил должен каждый день ходить к ней и знакомиться с материалами дела сам. Мама Данила призналась, что такой подход следователя в очередной раз шокировал ее, ведь Данил не отказывался от ознакомления, и по закону у него есть право ознакомиться с материалами дела через своих адвокатов. Почему ему запретили воспользоваться этим правом? Очередной риторический вопрос. Следователь начала на нас давить, она мне звонила в вечернее время и говорила, что она выйдет в суд для смены пресечения моему сыну. То есть это большое давление для меня, для ребенка. То есть мы не готовы к таким радикальным мерам. Мы не знали, что в принципе следователь не может сейчас сменить меру пресечения. 14 октября 2022 года суд решил, что это уголовное дело необходимо вернуть прокурору в связи с невозможностью его дальнейшего рассмотрения по существу. Это произошло по одной основной причине. На стадии предварительного следствия игнорировались права Данила, ходатайства не рассматривались. В ходе предварительного следствия сторона защиты заявляла ряд ходатайств и просьб к следователю, чтобы учитывались интересы несовершеннолетнего Данила Красного. Однако они были проигнорированы. И в конечном итоге суд принял решение, что нарушение уголовно-процессуального закона не позволит суду в дальнейшем рассматривать это дело по существу. И 14 октября дело было возвращено прокурору. В том числе, одним из оснований того, почему уголовное дело было возвращено прокурору, явилось то, что в сентябре того же года следователь в отношении адвоката Дмитрия Заходякина написал заявление о том, что тот якобы ее оскорбил. В связи с этим суд посчитал, что следователь не может, уже после того, как было составлено в отношении адвоката соответствующее заявление, расследовать это уголовное дело, и это справедливо, считает адвокат Данила Дмитрий Заходякин. Данил, его мама и адвокаты не теряли надежды, что на этапе дополнительного расследования наконец будут заслушаны свидетели стороны защиты, и что другой следователь захочет разобраться в ситуации. Они считали неправильным и противозаконным факт, что это не было сделано на этапе расследования, и были очень рады, что впервые за год с небольшим их наконец услышали. Закончив 9 класс, все одноклассники Данила пошли на выпускной, но из-за его уголовного дела Данилу пришлось оставаться дома. Потом он поступил в Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения, познакомился со своей новой группой. Одногруппники в этом деле встали на сторону Данила. Вскоре после возвращения дела прокурору стало известно, что на это решение прокуратурой города Волгодонска было подано апелляционное представление – процессуальная форма обжалования решений суда первой инстанции. Это же апелляционное представление чуть позже было отозвано прокуратурой, но взамен была подана апелляционная жалоба законным представителем потерпевшей. Интересно, что текст жалобы законного представителя потерпевшей и представления прокурора идентичны по смыслу и формулировкам. Сторона защиты полагает, что они не соответствуют требованиям закона и не основаны на обстоятельствах, установленных в ходе предварительного слушания. Однако в ходе предварительного слушания допрошенная следователь по делу не смогла обосновать свои процессуальные действия и решения. Но вопреки доводам прокурора и следователя, суд на законных основаниях, обоснованно, мотивированно принял решение о невозможности рассмотрения уголовного дела по существу и возвратил уголовное дело прокурору. Теперь решение должен был принять суд апелляционной инстанции, согласиться с мнением суда первой инстанции или его опровергнуть. В итоге суд жалобу отклонил, оставив решение Волгодонского суда без изменений, и в декабре 2022 года дело вернули на дорасследование. 26 декабря 2022 года Данилу изменили меру пресечения и сняли браслет. Если говорить простыми словами, то ему отменили запрет определенных действий. Адвокаты Данила изначально не считали это, пусть и небольшой, но победой. 25 января 2023 года в доме Дмитрия Заходякина, адвоката Данила, прошел обыск. Ему сообщили, что он месяц находится в федеральном розыске,
Все это из-за якобы оскорбления следователя по делу Данила. Сам Дмитрий уверяет, что никого не оскорблял и считает это обвинение провокацией. Дмитрий Константинович очень удивился объявлению в розыск, так как ни от кого не прятался, ходил на работу и жил обычной жизнью. В ходе судебного заседания старший следователь по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области ходатайствовал об избрании Заходякину меры пресечения в виде запрета определенных действий, в связи с тем, что волгодонский адвокат ранее не явился по вызову следователя, не сообщив причин. Это дало следователю основание полагать, что Дмитрий Константинович скрывается от следствия и намеренно игнорирует его требования. Сам Дмитрий считает ситуацию абсурдной. 23 декабря он был объявлен в федеральный розыск, так как якобы скрывался и его никто не нашел. А 27 декабря он, понятия не имея, что находится в розыске, участвовал в следственных действиях именно в том следственном отделе по городу Волгодонску, что подтверждено процессуальными документами. В январе адвокат Заходякин также участвовал в следственных действиях и в судебных заседаниях с участием представителей Следственного комитета по делу Данила Красного. А ведь когда человек находится в федеральном розыске, при его обнаружении сотрудники полиции обязаны при встрече его задержать, но этого не произошло. До 25 января адвокат не подозревал о том, что он в розыске. В Ленинском суде в Ростове-на-Дону Дмитрий Заходякин и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, сообщив суду, что оно не обосновано, так как он ни от кого не скрывался и не получал вызова в следственный орган. Тем не менее, суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и избрать Заходякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как стало известно, изначально следователь намеревался и вовсе включить в ряд ограничений меры пресечения еще и запрет на использование телефонной связи и интернета, чтобы полностью лишить адвоката возможности работать. Но суд избрал меру пресечения в ином виде. Согласно избранной мере пресечения Заходякину, запрет определенных действий подразумевает следующее. Дмитрий Заходякин обязан своевременно являться по вызовам следователя или в суд, а также ему запрещено общаться со свидетелями обвинения и их родственниками на весь период предварительного следствия. У Ленинского районного суда адвокат Заходякин сразу после заседания высказал свою точку зрения относительно решения суда. Я считаю, что это все сделано для того, чтобы фактически лишить меня возможности заниматься профессиональной деятельностью в общем смысле слова. А если говорить конкретно, Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области фактически желает устранить меня от участия в уголовном деле в отношении несовершеннолетнего, который сейчас будет рассматриваться в Волгодонском районном суде. Адвокат Заходякин считает, что суд избрал меру пресечения ошибочно и необоснованно, поскольку основным аргументом было то, что Заходякин якобы пытался от кого-то скрыться. Но это не было ничем доказано, никем не подтверждено, так как он и не подозревал, что находится в розыске, и, соответственно, не предпринимал никаких попыток спрятаться от кого бы то ни было. У него были включены все телефоны. Когда он уехал из города, он уведомил об этом следствие. Никаких действий, которые бы свидетельствовали о том, что Заходякин хотел скрыться, не было. Более того, следователь по данному уголовному делу ни разу не вызвал Заходякина должным образом. Не было такого, чтобы Заходякин получал повестку официальным письмом. Сам следователь надлежащих вызовов в письменном виде или телефонном режиме не делал. Следователь посчитал законным уведомление посредством мессенджера, независимо от того, когда оно было направлено, доставлено и прочитано, а также игнорировал запрет пользоваться мессенджером ввиду невозможности сохранить в тайне персональные данные граждан. Еще один факт, отражающий абсурдность ситуации, состоит в том, что Заходякину запрещено общаться со свидетелями обвинения. Но кто эти свидетели, ему неизвестно. Ведь не исключено, что они могут проходить по этому делу и как свидетели защиты Заходякина. Ведь в тот момент, когда он якобы оскорбил следователя, они находились рядом и могут как подтвердить ее слова, так и опровергнуть, потому что Заходякин утверждает, что он не оскорблял ее. Но общаться с ними ему нельзя. При этом фамилий этих свидетелей он не знает, как и их самих. Также нет гарантий, что не произойдет провокации, и они сами невзначай не подойдут к нему пообщаться и не зафиксируют этот факт для того, чтобы усугубить положение адвоката. Ведь это может повлечь усиление меры пресечения. Несмотря на все преграды, Дмитрий Заходякин продолжал работу над делом Данила Красного. Кстати говоря, адвокат Заходякин работает над этим делом бесплатно. Защищать в суде адвоката Заходякина взялся опытный адвокат Григорий Евгеньевич Заболоцкий. В интервью он изложил свою точку зрения, назвав откровенные провокации действия представителя власти.
Григорий Заболоцкий считает, что обвинение Заходякина в оскорблении – провокация чистой воды. Следователь просто решила устранить неугодного адвоката, который мешал. А изменение может быть связано только с одним – с недостоверностью объяснений и показаний. Недостоверность. Поскольку она называла свидетелей, которые якобы это слышали, а эти свидетели свидетельствуют в пользу защиты. То есть Дмитрий Константинович. Ну, я вам приведу пример. Очень порядочно поступил зампрокурора. Дальше. Был, значит, там свидетель, который тоже находился в зале, сказал. Был там в коридоре, якобы он ходил, кричал полицейский. Да это вообще абсурд. Дмитрий Константинович, он на «вы» разговаривает с детьми. Григорий Заболоцкий уверен, что Заходякина обвиняют, так как доказать обратное невозможно. При этом нет никаких аудио или видеозаписей разговора, в ходе которого адвокат бы оскорбил следователя. Но есть двое понятых, которые тогда якобы оказались рядом со следователем и якобы все слышали. Ничем иным, как абсурдным, считает адвокат Заболоцкий обвинение в отношении Дмитрия Заходякина. Зная адвоката много лет, он уверен, что этот человек просто не способен на такое оскорбление. Адвоката просто решили таким образом отстранить от адвокатской деятельности, считает он. Для того, чтобы установить факт оскорбления, есть федеральный закон о государственной экспертной деятельности. И есть методики. Так вот, в методиках, для экспертов пишется, методики они разрабатываются специально, четко указано, что если нет аудиозаписи, идентификации голоса, то нельзя установить, действительно этот человек произносил там эти слова или нет. Имеется две экспертизы, следствие назначало, где указано следователю, господин следователь, предоставьте нам, пожалуйста, документы, подтверждающие, что была аудиозапись там, или видео, или что-то. Ни аудио, ни видео нет. Это отдельная тема интересная. Мы там уже все там... И они пишут, нет, мы не можем провести такую экспертизу. Первое судебное заседание по самому громкому в Волгодонске за последнее время уголовному делу о педофилии состоялось в понедельник, 6 марта 2023 года в Волгодонском районном суде. Поскольку дело, рассматриваемое в суде, касается несовершеннолетних, судебные заседания проходят в закрытом формате. Присутствие прессы на таких заседаниях не допускается. Поэтому узнать подробности о ходе судебных заседаний не представляется возможным. Известно лишь, что дело Данила Красного в Волгодонском районном суде рассматривает коллегия из 3 судей. В коллегию вошли судьи Руслан Федоров, Екатерина Нездоровина, Роман Гуртовой. На уже прошедших судебных заседаниях были допрошены почти все свидетели стороны обвинения. 8 сентября в Волгодонском районном суде завершились прения стороны защиты Данила Красного. Почти 2 года прошло с момента возбуждения уголовного дела. 9 томов занимают материалы по делу, опрошены десятки свидетелей. Государственный обвинитель, старший помощник прокурора города Волгодонска, посчитала, что вина Данила Красного в совершении данного преступления доказана, и попросила состав судей назначить ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет. Речь в прениях государственного обвинителя была достаточно лаконичной и недолгой. На протяжении примерно 15 минут. Прения защиты длились дольше. На протяжении 2 дней выступали защитники, порядка 6-7 часов длились прения адвокатов. Адвокаты считают, что сторона защиты доказала в суде, что не только Данил Красный не причастен к данному преступлению, но и вообще сам факт события преступления отсутствовал в рамках предварительного следствия. Неоднократно из показаний свидетелей, из заключений экспертиз были установлены обстоятельства, что вообще в принципе как такового этого события не происходило. И то, о чем говорит потерпевшая в своих показаниях, не нашло своего подтверждения, утверждает адвокат Виола Перепечаева. Доказательств вины Данила за 2 года так и не было найдено. Никто не видел того, в чем обвиняют мальчика. Пройденный Данилом полиграф показал, что мальчик говорит правду, а девочке по закону полиграф назначить было нельзя из-за маленького возраста. Но психологи и психиатры, проводившие экспертизы Данилу и девочки, смогли сделать свои выводы. На этапе предварительного следствия следователю не удалось отыскать очевидцев, которые напрямую могли бы видеть происходящее. В рамках судебного следствия результат точно такой же. Не было установлено ни одного человека, который мог бы увидеть, что действительно такие события происходили, или что одновременно Данил с участием малолетней потерпевшей находились в том месте, о котором рассказывает непосредственно потерпевшая. В рамках судебного следствия этот факт не нашел своего подтверждения, как и на предварительном следствии. Важно и то, что свидетели так и не появились, хотя сторона обвинения неоднократно утверждала, что они будут.
Девочка, которая обвинила Данила в домогательстве, за 2 года тоже заметно подросла и научилась манипулировать с другими мальчиками. Теперь девочка, по словам некоторых очевидцев, угрожает другим детям, что если не будут выполнены ее желания, то она сможет посодействовать возбуждению уголовного дела в их отношении. Мама Данила, Кристина Солодовникова, утром 14 сентября шла на суд в полной уверенности, что это последнее заседание, что весь этот ад теперь закончится, и ее сын наконец вернется к нормальной жизни. Данил шел на суд услышать, что наконец все обвинения с него сняты, и немного расстраивался, что пропустит из-за заседания первое практическое занятие по сварке в колледже. Для практики мама купила ему полную экипировку. Весь город ждал новости с заголовком «Оправдан, невиновен». 14 сентября 2023 года Волгодонский районный суд вынес приговор подростку Данилу Красному. Судьбоносное для ребенка судебное заседание было недолгим. Оно стартовало в 11 часов утра. В зале суда еще перед началом заседания уже стоял конвой. Все сразу поняли, приговор будет обвинительным, мальчика закроют уже сегодня. Под рыдание матери Данила, у которой уже не осталось никакой надежды, в зал вошли 3 судьи. Суд начался, все встали. Председатель судейской коллегии, судья Федоров, монотонно и бегло стал зачитывать вердикт. Всего пару минут заняло, чтобы озвучить вердикт «виновен», обозначить срок наказания в виде 6 лет лишения свободы и другие процессуальные нюансы. Эти несколько минут в корне изменили судьбу ребенка, у которого были свои планы на жизнь. Данила увел конвой, а его мама еще долго не могла прийти в себя, рыдая от безысходности и тотальной несправедливости, от расставания с сыном на длительный срок и от того, что ее жизнь и жизнь Данила уже никогда не будет прежней. У здания суда решение коллегии судей ожидала съемочная группа местного издания. Адвокатам и маме Данила было нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Мама Данила Кристина так и не смогла собраться с силами и дать интервью прессе. Женщине стало плохо, у нее резко поднялся сахар. Адвокаты Дмитрий Заходякин и Виола Перепечаева, крайне недовольные решением коллегии судей, дали развернутое интервью журналисту, высказав мнение о несправедливости суда и абсурде вынесенного вердикта, как говорится, без прикрас. К сожалению, 2 бывших заместителя прокурора, один города Волгодонска, другой Цимлянского района, Федоров, Гуртовой, судья Нездоровин, там бывший следователь, кто она, они уже не в состоянии оценивать события и давать им законную оценку, руководствуясь при этом законом, совестью и так далее. Но в этот момент интервью прервал судебный пристав-исполнитель, заявив, что съемочная группа не имеет права записывать интервью с адвокатом у здания суда. Как раз в этот момент из главного входа вышла заместитель прокурора. Чтобы прояснить ситуацию, адвокат Заходякин отправился к председателю суда. Через несколько минут Дмитрий Константинович вышел из здания, сообщив, что запрета на съемку нет, и продолжил интервью уже на фоне парадного входа в Волгодонский районный суд. Новшество в Волгодонском районном суде о том, что здесь, оказывается, еще и съемки запрещены. Давать интервью нельзя. Но мы сейчас пошли к председателю Волгодонского районного суда Шаповалу, который был очень удивлен о том, что, оказывается, можно давать интервью, и никто не препятствует этому. Адвокат Виола Перепечаева, которая встала на защиту Данила с первых дней обвинения, в интервью блокноту рассказала свое мнение о сегодняшнем заседании и о решении судей. Она также отметила, что еще до начала заседания всем стало понятно, что вердикт будет обвинительным. Еще до того, как началось соглашение, зашел конвой, естественно, который увидела мама и мальчик, и, в принципе, всем все стало понятно. То есть они даже не стали дожидаться того, чтобы огласить результаты рассмотрения уголовного дела, они, в принципе, уже сразу завели конвой. А мальчик Данил, детство которого и так было изрядно испорчено следствием и судом, повзрослел окончательно именно в тот день. Без мамы, посадив его в автомобиль для заключенных под стражу, осужденного ребенка увезли в изолятор временного содержания в Цимлянск, откуда через несколько дней его перевели в Новочеркасский следственный изолятор, где он будет ожидать рассмотрения судом апелляционной инстанции жалобы защитников. И если доказать его невиновность в судах высшей инстанции не удастся, мальчик пойдет по этапу. Вот все, мальчика осудили 6 лет. Необходимо отметить, что даже вот то, что сейчас огласил бывший зампрокурора города Федоров, судья Федоров, мы даже не услышали смягчающих обстоятельств, то есть дали по низшему пределу. То есть вообще они считают, что все это доказано. Вот эта женщина, которую вот ее избивают, она пьет, она ходит в судебное заседание с синяками и так далее. Все родственники врут, 5 неисследованных половых органов, которые ей показывали, ей весь город все показывает. И ничего не было услышано. Даже
даже то, что обвинительное заключение составлено с грубейшими нарушениями, что следователь Кульбаева вместе с Заздравных теряли документы, подкладывали, помощник прокурора Чуланова задним числом носила это все. Это уже по существу процессуально. А по фактическим обстоятельствам доказательств нету. Все. Вот с 1 июня с 0 часов до 20 часов 24 ночью, днем и так далее все эти события происходили. Узнав о приговоре, сотни жителей Волгодонска встали на защиту Данила и создали петицию в его поддержку. Они требуют пересмотреть решение суда с уверенностью, считая, что Данил невиновен. Петиция называется «Данил невиновен», и за несколько минут ее поддержали уже сотни человек. За сутки число проголосовавших превысило 8,5 тысяч человек. При этом количество проголосовавших продолжает расти. Также лавинообразно растет и количество комментариев на сайте и в социальных сетях, где большинство выражало полное негодование, поддерживали Данила и умоляли суд пересмотреть решение. Они желали и желают терпения маме и самому мальчику, ведь несмотря на приговор суда, считают Данила невиновным. Они объединяются и намерены оказать помощь любым способом – финансово маме мальчика, оглаской, другими способами. Ребята, до какой пор мы будем в нашей стране жить, когда у нас обвинительные приговоры ломают судьбы наших детей? У нас город Волгодонск рыдает весь. Я надеюсь, что суды следующих инстанций поправят младших чиновников. И я надеюсь, что справедливость найдет в этом деле. Адвокат Данила Красного, Виола Перепечаева, обратилась к людям и попросила не совершать те действия, которые могут навредить подростку. Я обращаю особое внимание на то, что совершать нужно только те действия, которые могут помочь уголовному делу Данила. А помочь может только любые мероприятия, обращения, которые вписываются в рамках закона. На следующий день после суда, 15 сентября, Кристина Солодовникова дала интервью. Сквозь слезы безутешная мать рассказала, как прошли первые сутки без сына. Просто растишь ребенка, прививаешь ему человеческие качества, вообще показываешь, как правильно жить в жизни. Просто перечеркнуть. Мало того, что 2 года терроризировали нас. 2 года, сколько можно? Уже через все прошли, что можно, что нельзя. В комнате Данила все по-прежнему. На кровати лежат его домашние шорты, на рабочем столе часы. Он снял их перед уходом. На полу рюкзак с тетрадями и учебниками. У Данила как раз на днях началась практика в колледже. Он студент Волгодонского техникума металлообработки и машиностроения. Учился на сварщика. Специально для практики мама купила ему полную экипировку, которую мальчик так и не успел надеть. Кристина понимает, что надо держаться. У нее есть еще младший сын Костя, ему 5. Он пока не знает, где его брат. Думает, что он просто уехал. На время записи интервью маленького Костю вывели на прогулку, чтобы он не слышал, о чем рассказывает и горько плачет Кристина. Мама старается как может оградить мальчика от потрясения. Данил и Костя были очень близки. Они знают, что им ничего не будет. Просто одна сломала жизнь ребенку, потому что погоны хотела, или что, она сама жертва насилия, или я вообще не понимаю. Она просто умыла ручки, то есть она даже не пыталась как-то там что-то разобраться, просто передала в суд. Как такое могло произойти? Почему посадили за недоказанное преступление и почему суд не поверил Данилу, ведь даже факт события не доказан? Вопросы, которые не дают Кристине покоя. Посмотреть в глаза судьям сейчас главное желание мамы Данила Красного. Виола Перепечаева навестила Данила в СИЗО. Маму на свидание с сыном не пустили. По словам адвоката, он пытается держаться, пытается говорить о том, что все нормально, что он ни на кого не злится. Но в процессе беседы у него всегда возникает один и тот же вопрос. Почему так происходит? Его интересует, что будет дальше, где он будет находиться. Говорит, что там очень холодно. Говорит, там деревянная кровать, на ней матрас. Он находится один в камере, говорит, что наматывает одеяло на ноги, чтобы было теплее. В этот же день сразу отвезли ему носки, трусы, предметы личной гигиены и первой необходимости. И некоторые продукты питания, чтобы они у него были. Дальше ему предстоит перевод, его увезут в следственный изолятор в Ростове-на-Дону. Он будет находиться там до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба, а это может занять больше месяца. Уже под конец встречи общаемся, и он говорит, вот мы вроде бы говорим по душам, он говорит, меня трусит, а он сидит, у него руки вот просто ходуном ходят. И я ему говорю, это, наверное, истерия какая-то внутренняя. Он говорит, нет, это еще не истерия, говорит, это пока паника. Я говорю, а чем паника отличается от истерии? Он говорит, я пока
могу контролировать себя. Пока. В связи с большим резонансом, который приобрело дело Данила Красного, адвокат с большим опытом Григорий Заболоцкий высказал свое мнение о том, как необходимо организовать систему выбора судей и что необходимо сделать, чтобы работа судов была законной и справедливой. Он также рассказал, кто те судьи, которые вынесли обвинительный приговор мальчику Данилу. Событие не доказано. 2 детей. Как и этой девочке жить, она подрастет, если поймет, она сама с ума сойдет. И этому пацану, которому было, отправили сейчас в камеру. Естественно, здесь должны рассматривать дела самые опытные, грамотные судьи. К сожалению, у нас уголовное судопроизводство с каждым годом, поверьте мне, направлено, чтобы обвинительные заключения переписывались в обвинительные приговоры. Председательствующий судья, который руководил судебным заседанием, Руслан Юрьевич Федоров. 30 июня 2012 года он назначен указом президента в Ростовской области судьей Волгодонского районного суда. Рассматривает уголовные дела. За 11 лет работы судьей рассмотрел 2562 дела. Он сам не вынес ни одного оправдательного приговора. По уголовным делам все подсудимые признаны виновными. Под его председательством рассматривалось одно уголовное дело с участием присяжных заседателей. Тогда оправдательный вердикт вынесли присяжные. Судья 20 ноября 2017 года вынес обвинительный приговор по делу Бачинского – 5 лет лишения свободы. 20 марта 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда приговор, вынесенный Федоровым, отменила и признала за оправданным право на реабилитацию. Второй судья, который рассматривал дело Данила Красного, Роман Александрович Гуртовой. Указом президента Российской Федерации от 22 июля 2015 года Гуртовой назначен на должность судьи Волгодонского районного суда Ростовской области. Работая судьей, рассмотрел 1463 уголовных дела, не вынес ни одного оправдательного приговора. Третья судья – Екатерина Николаевна Нездоровина. Указом президента от 30 мая 2009 года Екатерина Нездоровина была назначена судьей Волгодонского районного суда. Рассматривает уголовные дела. За время работы судьей рассмотрела 2942 дела. Вынесла один оправдательный приговор по уголовному делу небольшой тяжести. Все остальные приговоры обвинительные. Григорий Евгеньевич говорит, что в ходе предварительного следствия Данилу Красному была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Домашний арест избирают и продлевают только суды. Так вот, судьи, которые рассматривали дело по существу в ходе предварительного следствия, продлевали Данилу меру пресечения. В вынесенных ими судебных решениях они указывали, что Данил Красный причастен к совершению преступления, то есть фактически признали его виновным еще до рассмотрения дела в суде. И им же поручили рассматривать уголовное дело в суде по существу. Я, когда начал работать в 2002 году, было 2,5% оправдательных приговоров. И то мы возмущались, там, как это так, это. Сейчас, значит, оправдали 17 человек за год областной суд. Отдумайтесь, 0,12%. Это же ужас. Это вообще страшная вещь. Вы понимаете, судьи работают. Не разобрать по существу и создать, как написано в уголовно-процессуальном законе, состязательство в равноправии сторон. У них задача, чтобы устояло обвинение. Из рассказа опытного адвоката выяснилось, что на должность судей почти всегда назначаются прокуроры и следователи. Это статистика. Что такое оправдательный приговор? Оправдательный приговор – это как минимум взыскание следователю, прокурору, взыскание по службе. К тому же, если приговор оправдательный, адвокаты, оправданные имеют право подать исковое заявление в суд на возмещение судебных расходов, морального вреда. Прокурор направляет письменное извещение, в котором приносит извинения оправданному от имени государства. Оправданный имеет право написать заявление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности. Но люди, как правило, выдыхаются за 2-3 года предварительного следствия и суда и не доводят до встречных заявлений. Адвокат Заболоцкий считает, что тяжкие и особо тяжкие дела должны рассматриваться судом с участием присяжных заседателей. Мое мнение, что надо менять уголовное судопроизводство России, так как во всем мире тяжкие и особо тяжкие дела должны рассматривать суд присяжных. Вот вы знаете, говорят, суд присяжных, они там не объективные. Да нет. Я вам приведу пример. Вот за прошлый год 32
Конечно, люди совершают преступления. Но 32,02 разница есть? Это мое субъективное мнение. И тогда люди будут уважать судебную власть, уважать судей. Припомнил Григорий Евгеньевич и историю Михаила Гончарова в Цимлянске, когда в мае 2023 года суд присяжных оправдал сына пастора, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Григорий Заболоцкий назвал это дело уникальным, так как присутствовал немыслимый в уголовном судопроизводстве факт. Ведь в отношении его подзащитного Гончарова никогда не возбуждалось уголовное дело. К наркотикам он не прикасался, ничего не хранил, а значит, по закону ему нельзя было предъявить обвинение. Но следователь все равно предъявил обвинение. Когда данное дело было передано в суд, данного следователя отправили на пенсию. И таких примеров может быть очень много. Статистика по оправдательным приговорам в регионе настолько ничтожна, что составляет намного меньше 1%. Судьи работают десятилетиями и фактически никого из обвиняемых не оправдывают. Если оправдательных приговоров по статистике 0,13%, это значит, что остальным 99,87%, как и Даниилу Красному, не удалось доказать суду свою невиновность. Далее начались некие противостояния между редакцией газеты «Блокнот», которая освещала дело Данила с самого начала, и его адвокатами и Кристиной Солодовниковой, мамой Данила. Разногласия касались вопроса участия в деле общественного деятеля Екатерины Гордон. Каждая сторона приводила свои доводы. Также высказалась и сама Екатерина Гордон. Думаю, разбираться в этом вопросе еще рано, поэтому в телеграм-канале я просто выложу видео с заявлениями каждой из сторон. А вы решайте сами, на чьей вы стороне. Бывший классный руководитель Данила Красного, его одноклассники и их родители на очередном школьном собрании в гимназии «Шанс» решили поговорить все вместе и обсудить то, что произошло с Данилом Красным. В этом классе Данил учился с 6 класса. Он хорошо успевал, был на хорошем счету у учителей и дружил со всеми ребятами в классе. Когда в 2021 году на Данила завели уголовное дело, в классе все ужаснулись. И это все совсем не про Данила. Олеся Анатольевна Ануфриенко в течение 4 лет была классным руководителем Данила. Она рассказывает, что парень всегда проявлял уважение и к одноклассникам, и к учителям, всегда выступал за правду и справедливость. Был надежным другом, надежным помощником и хорошим учеником. Когда Данила обвинили в грязном и неприличном поступке, школа от него не отвернулась. Все наоборот старались его поддержать. Но переполненный переживаниями, всегда веселый и отзывчивый Данил стал грустным и даже замкнулся. Мы надеемся, что наши слова будут услышаны, и мы будем жить, учиться, работать, где все-таки правят правосудие и справедливость. Поддерживают Данила и его друзья. Все в один голос заявляют, что Данил на такое не способен. Они хорошо его знают, верят в его невиновность и надеются, что его отпустят домой. Высказавшись в поддержку мальчика, с которым много лет учились бок о бок, дети и взрослые еще долго не расходились. Возмущение переполняет этих людей от несправедливости суда и страха за будущее других детей. Ведь от наговора не застрахован никто, а доказать свою правду следователям и судьям, как выяснилось, невозможно. Хороший парень. То есть он не мог это сделать, я сразу понял. Я запомнил его как очень доброго человека и надеюсь, что все будет хорошо. Мы надеемся, что Данила оправдают, что он вернется. Максимально неконфликтный человек, он положительный. Давайте вспомним некоторые схожие уголовные дела, в которых обвиняемые были оговорены якобы потерпевшими. В 2018 году 61-летнего Сергея Жалобу приговорили к 13 годам лишения свободы по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сергей разносил листовки по подъездам, в один из которых зашли одноклассницы. Тогда 2 школьницы заявили, что этот мужчина зашел в подъезд, обогнал девочек на лестнице, снял перед ними штаны, поднял куртку и показал половой орган. Судя по камерам видеонаблюдения, на все это Сергей потратил 1 минуту 37 секунд. После оглашения приговора девочки решили признаться родителям, что они все это выдумали, потому что прогуляли школу. Чтобы родители не поругали их, они и сочинили историю с изнасилованием. В качестве злодея выбрали незнакомого мужчину, поскольку подумали, что полиция в случае разбирательств его все равно не найдет. Одна из девочек вместе со своей мамой записала видео на имя президента, в котором призналась, что оговорила мужчину. Смотрите, это все неправда, потому что мы решили это сказать, так как мы не хотели, чтобы нас ругали.
потому что мы сбежали с уроков. Ну, мы не пошли на уроки. И мы как бы не хотели, чтобы невинный человек сидел. Мы не думали, что настолько будет. В итоге, в апреле 2022 года Кузьминский суд Москвы переквалифицировал действия Сергея Жалобы на часть 3 статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. То есть заведомо невиновного мужчину не выпустили на свободу. Он до сих пор сидит. Следующий случай. В апреле 2019 года фитнес-тренер Алексей Сушко был приговорен к 6 годам заключения по статье «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, в ноябре 2017 года Сушко трогал себя в интимных местах в холле фитнес-клуба, в котором работал. В этот момент рядом с ним на диване сидела 7-летняя девочка. Вечером того же дня Алексея задержали, а позже арестовали. История получила большой общественный резонанс из-за видеозаписи с камер. Многие не усмотрели в действиях молодого отца какого-либо преступления. И заключение экспертиз также подтверждают виновность подсудимого. 1 августа 2023 года, когда Алексей уже отбыл более 5 лет заключения в колонии строгого режима, состоялся новый суд по делу тренера. Решение было следующим. Заменить осужденному Сушко Алексею Константиновичу неотбытую часть наказания по приговору Верхесецкого районного суда от 8 ноября 2018 года в виде 3 месяцев 17 дней лишения свободы, более мягким видом наказания в виде принудительных работ на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. То есть человека не оправдали, просто заменили меру пресечения. Клеймо на всю жизнь так и останется. Кто позволил жизнь ломать нашей семье и конкретно Алексею? Кто? Кто дал право-то? Вы что, боги, что ли, здесь собрались? Еще один случай. В 2015 году 26-летний Роман Радыванюк из Серпухова получил 12 лет колонии за педофилию. Роман жил в одной квартире со своей 27-летней девушкой Юлией Ивановой, ее 4-летней дочерью Викой и женщиной по имени Елена. Елена приходилась матерью бывшему парню Ивановой, который отправился на зону отбывать срок. После ареста сына ей негде было жить, и Юлия с Романом любезно разрешили проживать ей вместе с ними. В тесноте да не в обиде. Однако Елена надеялась, что когда ее сын выйдет из тюрьмы, он продолжит отношения с Юлей. Оставалась только одна помеха – новый сожитель Юлии Роман. И Елена решила от него избавиться. Она попросила дочь Юлии, 4-летнюю Вику, сказать, что Роман трогал девочку там. Вика так и сказала маме. До того, как написать заявление в полицию, девушка пыталась решить вопрос с обидчиком ребенка своими силами. Вместе с любовником она пришла в квартиру Радыванюка, где пытала и убила отца Романа. Уже в ходе следствия по делу о педофилии девочка, к которой якобы приставал Роман, рассказала, что оговорила молодого человека по просьбе тети Лены. Проверка на полиграфе также показала, что Радыванюк не совершил развратных действий, но для суда этого не хватило. Роман был признан виновным. Только вдумайтесь, 12 лет колонии за слова девочки. Роман неоднократно выходил на меня в соцсетях с просьбой придать огласке его дела. Вы, как зрители, напишите в комментариях, интересно ли вам будет услышать его историю. Таких историй, в которых на скамье подсудимых оказываются невиновные, каждый год происходят сотни. Наконец, вспомните трагичную историю 48-летнего Дмитрия Чекваркина из Свердловской области. Это дело ранее освещалось на канале. Мужчина стал жертвой расправы, которую спровоцировала шутка 2 девочек, 3 и 10 лет. Дети рассказали родителям, что их трогали ниже пояса. В тот день мать одной из девочек распивала алкоголь вместе со своими приятелями, один из которых ранее был судим. Пришедшая в ярость женщина позвонила по телефону своему сожителю, они позвонили еще одному другу и поехали на дачу, где находился Дмитрий Чекваркин. Мужчину начали чудовищным образом избивать и пытать. Все тело и особенно лицо пострадавшего были очень сильно обезображены. Хирурги сделали Дмитрию несколько операций. Но сердце мужчины не выдержало, и он скончался. В конце хотел бы попросить всех вас выразить свое мнение. Верите ли вы Данилу Красному, что он не совершал того, в чем его обвиняют? Пишите свое мнение в комментариях.